Я тут коты-ютуберы опять смотрю, потому что мне захотелось. Это костерные истории, вроде бы. Ну, очень много в рекомендациях. Эдисон. Скрыть, коты-ютуберы. Фростдог. Нюким. Вы знаете, кто это. Я в зомби-выживании кучу напихал. А печенка я не знаю откуда. Жуткой ночи, интернет-путник. Рад, что ты заглянул на наш костерок. Но чего стоишь как неродной? Катаны, пропустите его. Я езжу. Я котов люблю, поэтому я смотрю на коты-ютуберы. Могу посмотреть зомби-теж, если хотите. Но это уже активность в Телеграме. Присаживайся, дорогой. Пишите под последним постом зомби-теж. Хэштег зомби-теж. Тогда я пойму, что... Телеграм мой, наверное, все знают. Если не знаю, то поставьте лайк. Я все пролайкал. И тогда я буду смотреть. Дай этот пенек. Рыжая, будь добра, подкинь дровишку, а? А то что-то темно стало. Ага, черный сейчас. Вот так. Ну, спасибо. Так гораздо комфортнее. У меня зависло, что ли? Ну что ж, шутить я сегодня особо не стану, так как историю, которую поведал мне один приятель, довольно... Нет, она не жуткая, больше мерзкая. Итак, далеко... Я ненавижу. Ходить не будем, верь. Уверен, жители города вспомнят эту оградку, расположенную на Егошихинском кладбище. Именно о легенде проклятой дочери. Да не... Вот эту проклятость я ненавижу. А это что вообще? Я не знаю, блин. Я сегодня вам и расскажу. Давайте кучнее подгребайте к костру. То что-то холодает. Кутайтесь в пледик, да про горячий чаек не забывайте. Ой, я водя, и все нормально. Ну, блин, опять ты за свое. Это что, это чай? Это просто переборщил с заваркой. Ага, чай. Забрендившим молоком несет за километр. Ладно, не... Понял шутку. Шутку я понял. Ух ты! Слушай легенду. Я знаю, как так вышло, но взрослый сын... О, слава богу, слава богу, лег спать с мамой. Без подробностей. Уверен, поняли, как они поспали. В общем, утром сыну стало так стыдно, что он убежал из дома. Поселился в глухой пермской губернии. Дело было еще в царские времена. Мать... Могу приближать бы, но это не на том телефоне, я бы приблизил бы. Не было мужа, и она ни с кем не встречалась. Поэтому всю свою беременность живот от местных жителей она скрывала. Пришло время рожать. Мать думала, что... Что это? Вот это вот у меня... Просто я не всегда тут был на ютубе. И это вообще у меня Шбарша был на другом телефоне, поэтому за это не кусайте меня. Что сделает это все в одиночку, тихонько, дома. Но не смогла вынести боли. Ее обуял страх. Когда она побежала за помощью к соседке, которая и приняла роды. К счастью, девочка родилась здоровой, а вот мать, к сожалению, скончалась. Но прежде чем отдать концы, она рассказала соседке, кто в действительности был ее отцом. Отцом девочки был родной сын матери. Да, жесть. Мерзость, конечно. Какая-то дичь. Как говорится, инцест дело семейное. А могила-то при чем? Рыжий, да не торопи ты. Там до могилы еще, знаешь,
сколько всего, уши завянут. Короче, соседка-то одинокая была, бездетная. Ну и девчушку ту как родную воспитала. При этом никому так и не рассказала грязного секрета ее рождения. Тем временем годы летели, и девочка превратилась в прекрасную тяночку. А вот сын, М, тот, что от стыда сбежал, добился больших высот и дослужился до главы полиции. И вот однажды его потянуло на родину. Прогуливаясь по местам своего детства, он повстречал прекрасную тянку. Да, ту самую. И вот Меня забанят за это или нет? Предупреждение пройдет YouTube. Я не знал. родную дочь от родной матери. И что вы думаете, а? Он ее узнал? Ага, если. Уши в нее влюбился. Возраст Я телефон уронил. Блин, боюсь. Еще у меня нос зачесался. помехой не стал. Соседка о грязной тайне смолчала. Говорят, побоялась. Короче, через год они поженились. Родилась у них дочурка. Правда, вот жена умерла при родах. Не знаю, то ли это семейное у них, то ли как. Это, блин, как у Зумаки, блин, спагат. Я просто смотрю это Наруто. Ну, вы это знаете, по посыльнику. Какое-то проклятие. Малышка выжила и росла прекрасным ребенком, в котором отец не чаял души. Возможно, вся эта стрёмная история и закончилась бы таким себе Ну, если бы она так вот бы закончилась, то я бы сейчас бы не снимал бы это видео. странным хэппи-эндом. Но вот смерть той соседки повлекла за собой крайне печальные события. Перед смертью она рассказала тому сыну, мужу, отцу, ну вы поняли, полиции, о том, кто на самом деле была его жена. От этой информации сын обезумел. Чего? Ненавидел свою 6-летнюю дочь. Стал сверлить ее взглядом, как будто замыслил что-то ужасное. В один из дней его наконец прорвало, и он проклял свою собственную дочь, при этом выгнав ее из дома. А вот сам пустился в неистовый блуд и пьянство. Тогда стояли лютые морозы, и прежде чем добрые люди приютили девочку, ей пришлось бродить по городу несколько суток. Естественно, малышка заболела, а затем умерла. По части похорон своего чада отец распорядился так: дитя похороните за пределами церковной ограды, прямо на тропинке, ведущей в городское кладбище, дабы народ, приходящий на кладбище, вечно топтал могилу проклятой дочери. Вместо креста установите тяжелую чугунную плиту с изображением змеи, жрущей свой хвост. В центре установите знак испанской железной маски, что-то типа символа боли и страданий. На плите выгравировать надпись пермского исправника Давидиля: дочь Таисия, от роду 6 лет, 11 месяцев. Скончалась в январе 1807 года. Когда поручение было выполнено, Блин, молчу, потому что мне мега интересно. собрался народ, дабы, как полагается, проводить усопшую добрыми словами. Именно там, прилюдно, отец повторно проклял свое дитя, при этом добавил: проклятие спадет только тогда, когда люди вышаркают своими ногами змеиное кольцо, что символизирует бесконечность своего проклятия. Капец. Девочку жалко. Она-то здесь при чем? Что за отец такой? Да, согласен, девочку жалко. Она Да дичь какая-то. и прям ни в чем не виновата. Это все или есть какое-то продолжение этой легенды? Да, продолжение есть. Говорят, этот батя наложил на себя руки и написал такое завещание: похоронить рядом с женой. Надгробие сделать такое же, как у проклятой дочери. Надпись, правда, изменить. Написать следующее: здесь покоятся муж с женой, брат с сестрой и отец с дочерью. Правда, последнее — это вообще прям легенда легенд.
Дело в том, что надгробия такого на этом кладбище нет. Не знаю, наверное, когда-то была, а потом ее сперли, наверное, на металлолом. Блин, вроде собирались страшилки послушать. Тут какая-то стремота вышла. Не знаю, как это нам, а мне легенда понравилась. Нет, я, конечно, согласна, что она не страшная, но, блин, интересная и грустная. Я надеюсь, у тебя легенда пострашнее-то будет, да? Да, я сегодня, помню, крепоту приготовила. Ага, как в прошлый раз, да? Когда я под твои детские сказки уснул. Ты уснул, потому что нажрался. Ничего не нажрал. Я просто здесь промолчу, сами добавляйте надписи какие-то. Даже не буду банить за это. Просто устал и закимарил. Да ладно ты черный, забубнил, как дед старый. Послушай лучше легенду. Бублик. Чего не забубнил? Давай рассказывай. Я пока дров подкину. Я нашел игру. Да ты вот, да. Драгондын. История, которую я вам расскажу, случилась около 100 лет назад в тихом деревенском Техасе. В центре этой страшилки стоит девушка по имени Клара Крейн. Клара родилась в 1871 году. Успешно вышла замуж за Леонарда Гилберта Крейна, и у них родилась прекрасная девочка по имени Марселла. Семейной идиллии настал конец в 1893 году, когда в результате несчастного случая маленькая Марселла умерла. Вот те раз. А что случилось? А дело в том, что Леонард Крейн жестко бухал и не уследил за своей 5-летней дочерью. Чё? Прекращай бухать. Бэбаин. Это видео я просто заметила и решила заснять. Слушай, ты не пью я, и чё привязалась? Это чё? Кстати, у меня тут ешь. Ай, Ну да. Пошла я на... Эх, ладно, продолжим. Поняла, что ей за это слово авторские права дадут. Ну, придется запикивать. Клара очень горевала из-за утраты девочки. Горевала так, что поехала кукухой. Через 2 года она приготовила отравленную карамельку и угостила ей мужа. Муж рипнулся, а Клару посадили в дурку. В подтверждение своих слов я открыла вот эту статейку, в которой и говорится, что жена Котейку. травила мужа конфетой. Еще была информация о том, что в дурке Кларе совсем поплохело. Она соорудила из простыней куклу и назвала ее Марси, как погибшую дочь. Санитары утверждали, что она постоянно с ней разговаривала, а по ночам пела песни. Еще было найдено письмо, адресованное родной сестре Клары. Содержание письма было следующим. Дорогая Агги, я в восторге. Доктор Мэтьюс сообщил мне, что мы с Марси вернемся домой меньше, чем через 3 недели. Как вы можете себе представить, Марси едва сдерживает свое волнение. Каждую ночь она спрашивает: «Завтра день, когда мы пойдем домой, мама?» Очень скоро я смогу сказать ей «да». Клара Крейн была выпущена из психушки через 4 года. В родной город она не вернулась. Куда уехала, интернет не знает. Известно лишь то, что после освобождения Клары по техасским глубинкам прокатилась волна странных и пугающих событий. Все началось с того, что кто-то начал подкармливать детей конфетками. То есть после ночи на утро ребенок видел на подоконнике со стороны улицы несколько конфет. Это повторялось несколько раз, а затем на обратной стороне фантиков появлялись записки, подписанные некой леди Кэнди. В записках было указано время, причем это была ночь и место, где
где ребенок мог получить еще больше сладостей. Главное условие этого челленджа – никому не говорить и прийти в указанное место одному. В общей сложности за 5 лет пропало 8 детей. В результате полицейского расследования на деревенском поле была найдена кучка конфет. По крайней мере, так полицейским показалось на первый взгляд. Но развернув фантики, они ужаснулись. Внутри были детские зубы. Ебать, этот братья. Сейчас не матерюсь. Следы привели к Канаре, где нашли тело одного из пропавших мальчиков. Блин, рыжая кошка, ты папу, блин, пригибается. Его зубы отсутствовали. Судьба других детей по сей день остается неизвестной. Как думаешь, Черный, это дело рук сумасшедшей Клары Крейн? Ты я бы ему еще придал. Так, понятно. Ничего нового. Прошу у вас, катаны. Как считаете, кто творил эту жесть? Клара Да Крейн, поехавшая сумасшедшая? Хуарейн. Это мог быть кто-то другой. Пишите свои мысли, мне очень интересно, что вы думаете. Я обязательно прочту все ваши комментарии. Ну, покусики, друндусики. Тут уже нечего смотреть.